Вы спросите, почему Монголия? Причина 3. Первая, я там еще не был. Вторая, туда не требуется виза. И третья, я нашел дешевый способ туда добраться. Самые бюджетные авиакомпании предлагали билеты из Москвы в Улан-Батор, это столица Монголии, по 30 с хвостом. Я посмотрел билеты в ближайшие к Монголии сибирские города и нашел прямые рейсы в нашу Улан-Удэ по цене всего 8 штук за перелет. А автобус из Улан-Удэ за полдня доставит меня в монгольскую столицу, и в конечном счете я окажусь в Улан-Баторе, сэкономив свои затраты втрое. Да и в Улан-Удэ я не бывал. Позже я сообразил, что недурно было бы в эту же поездку включить и Китай, в который из Монголии рукой подать. Но китайцы требуют визу, и когда я позвонил в посольство, меня, разумеется, пригрузили по самые яйца. Тогда я пошел в обход и нашел турфирму в Чите, которая регулярно переправляла в Китай российских челноков, беря на себя за умеренную плату всю волокиту с визой и не требуя из документов ничего, кроме паспорта. К ним я и примкнул. Это развернуло мой маршрут в обратном направлении. Теперь первым я планировал посетить Китай, а уже из него свободно въехать в безвизовую Монголию. Поездом добрался в Читу, оттуда также в Забайкальск, и уже оттуда автобусом турфирмы пересек границу с Китаем, почти сразу оказавшись в Маньчжурии. Маньчжурия очень пестрый город. Да, именно пестрый. Это первое определение, которое бы я ему дал. Яркие стены фасадов, чудаковатые башенки, полное смешение архитектурных стилей и вычурные рекламные вывески. Город напоминает огромный детский сад для взрослых. Отсюда россияне таскают на родину обувь, шмотки, экзотические продукты, автозапчасти, бытовую и оргтехнику, инструменты, косметику, лекарства. Здесь есть буквально все. Маньчжурия – это крупный китайский торговый хаб для россиян. На въезде челноков приветственно встречают огромные матрешки и копия собора Василия Блаженного. Почти все вывески в городе продублированы на русский язык, либо вовсе не содержат иероглифов. Эти вывески сразу настраивают приезжающих на веселый лад. Во-первых, каждый китаец, имеющий здесь свою лавку, когда-то выбрал себе русское имя, неофициально его за собой закрепил и крупными буквами обозначил над входом в свой магазин. Здесь можно встретить толстяка Сашу Инструмента, Лешу и Володю Позитроника, бабу Женю, Шашу Валю, Борю, Таню, Марину. Нескончаемый набор расхищенных китайцами русских имен. Во-вторых, хоть китайцы здесь часто и владеют русским языком, но на особый колоритный манер, когда слова выстраиваются самым неожиданным образом. Завлекающие покупателей вывески изобилуют курьезами и казусами, создающими впечатление, что китайцы готовы предложить россиянам любое извращение на самый изысканный вкус. Здесь вы без труда приобретете сумку из шкуры олины, пообедаете тушеным мясом с кости, а для особых ценителей у китайцев найдется целый самовар собачьего мяса янцзы. Янцзы – это кличка несчастного пса. При желании здесь вы сможете завести себе Таню для детей, сделать массаж ушей, есть даже сауна для мужчин. Однако, как бы вы здесь ни торчали, китайцы наперед знают, что в конечном счете все люди – аптека. В ресторанах и кафе лучше не выдрючиваться и просто ткнуть пальцем в картинку. Если вчитываться в русский перевод загадочных иероглифов, аппетит скоро пройдет сам собой. Орхидея деревянная, жареная холодная поверхность, бактериальная поверхность, кислотно-острый порошок. Китайцы здесь в самом деле стараются сблизиться с нами, просто это не всегда складно получается. Надо сказать, что китайцы до сих пор повернуты на ковидофобии, и 3 из 4 по-прежнему носят маски, хотя власти страны уже давно их к тому не обязывают. Иногда страх заразиться доводит людей до крайности. В то же время, глядя на других, можно подумать, что ценность человеческой жизни для 1,5-миллиардной орды китайцев ничтожно мала. Эти парни работают на 20-метровой высоте и безо всякой страховки шагают по трубам строительных лесов взад-вперед. Достаточно одного неверного движения, чтобы полететь вниз и свернуть себе шею, но, похоже, китайцев на высоте это совершенно не заботит. В Китае я в первую очередь планировал увидеть Пекин и на второй день отправился на Маньчжурский железнодорожный вокзал искать билеты в его сторону.
От Маньчжурии до китайской столицы больше 2000 километров, поэтому для начала я взял билет на поезд в Харбин. Харбин – это не маленький город с населением 10 миллионов человек. Хоть я и пробыл там лишь один день, он успел мне понравиться. Это уже большой современный китайский город без того обилия чудачеств, которыми меня веселила олиповатая русифицированная Маньчжурия. В день моего приезда в Харбине было ярко, солнечно и по-летнему свежо. Тоже стало у меня на душе. Я в путешествии. Примечательно, что этот город был основан чуть больше 100 лет назад русскими поселенцами, и оттого сегодня на его улицах иногда можно наткнуться на русские торговые лавки и рестораны, а из уличных динамиков возле некоторых кафе играет старая советская музыка и переделанный на китайский лад «Катюша». Путешествуя по Китаю, невозможно не обратить внимание на тот факт, что на лицах мужчин в этой части земного шара почти не встречаются бороды и усы. За 2 недели пути по стране я видел лишь нескольких парней с растительностью на лице. Одного из них я встретил как раз в Харбине, вот он самый, а всех остальных в зеркалах лифтов и уборных гостиниц, где я останавливался. Китайское правительство приняло решение оградить своих граждан от лишней для них информации и заблокировало доступ ко множеству крупных интернет-порталов. Помимо прочих, в список запрещенных сайтов попали YouTube и Facebook, Instagram, все сервисы Google и, что особенно меня поразило, Википедия. Популярные мессенджеры здесь также под запретом. Telegram и Viber не работают вообще, а в WhatsApp доступен только текст, но блокируются изображения, звуковые сообщения и видео. Вместо этого китайцы используют местный и целиком подконтрольный правительству мессенджер WeChat. С его помощью китайцы не только общаются, но и оплачивают товары и услуги, бронируют отели, приобретают билеты и даже создают небольшие страницы для бизнеса вместо сайтов, что в итоге позволяет властям массово наблюдать за своими гражданами и контролировать их деятельность. Еще в России меня предупреждали, что китайцы в своем большинстве не понимают английский. Когда я попытался установить на свой смартфон русско-китайский переводчик, то обнаружил, что Google Play в этой стране не работает, а поэтому никакие приложения с его помощью я установить не смогу. Пришлось довериться какому-то стороннему сайту и скачать с него оффлайновый переводчик, не требующий интернета. Как оказалось в итоге, без него я бы не протянул в этой стране и 3 дней. Только за 3 часа до поезда, которым я в тот же вечер должен был отправиться дальше в Пекин, я надумал поинтересоваться, что из примечательного есть в Харбине. И поисковик сразу выдал мне этот архитектурный шедевр. Конечно, я сразу сорвался с места и помчался туда, пускай даже упущу свой поезд. Побывать совсем поблизости от такого здания и не увидеть его было непозволительно. Солнце к тому времени неумолимо и стремительно сваливалось за горизонт, и я едва поспел уже на последних его лучах долететь на такси и отснять это впечатляющее сооружение. Харбинский Большой театр был запроектирован китайским архитектором Ма Яньсуном и построен в 2015 году. Работа великолепная. В своем замысле автор проекта постарался уйти от уже устоявшейся китайской традиции возводить в качестве знаковых проектов внушительные угловатые здания и сумел создать хоть и масштабное, но визуально легкое сооружение в мягких и эстетичных кривых линиях. На вокзал я успел за 20 минут до отправления поезда. Уже погружаясь в вагон, обнаружил, что он целиком состоит из сидячих мест. Мне предстояло ехать в Пекин всю ночь, это 10 часов, а спать сидя у меня категорически не выходит. К моему облегчению, мой сосед скоро после отправления сумел разыскать себе другое удобное место, и с наступлением темноты мы все кое-как улеглись. Утром мне предстояло обнаружить компактных китайцев, разбросанных по вагону в самых разнообразных позах, словно ночью мы потерпели крушение. В строительстве поездов и железных дорог Китай достиг серьезных высот и сегодня на своей территории предлагает пассажирам поезда нескольких типов, которые отличают между собой прежде всего скорость и комфорт. Еще не понимая системы этого деления, я как раз взял тот билет, что мне сунули в кассе на вокзале Харбина в сидячий вагон поезда типа Z. Вот он прибыл на пекинский перрон. В сущности, это самый обычный поезд, от которого не стоит ждать скорости выше 160 км в час.
Другое дело поезд типа G, высокоскоростной ураган на колесах, способный разгоняться до 350 км в час. Через пару дней я как раз на таком отправлюсь в Шанхай. Есть также поезда классов C, D, K и T. Первые два пошустрее, а последние – электрички. Ну и абсолютный рекордсмен среди китайских поездов на сегодняшний день – поезд Фусинхао. Рабочая скорость этого метеорита составляет 400 км в час, и расстояние от Пекина до Шанхая в 1300 км, это как от Москвы до Краснодара, он проходит за 4 часа. Спрос на эти поезда огромен, и билет необходимо приобретать аж за 2 недели. Пекин встретил меня серой непогодой, и, покинув вокзал, я сразу оказался на широких проспектах с тяжеловесными коробками хмурых консервативных зданий. По приезду в каждый новый город я обычно ставлю себе первой задачей найти жилье, где смогу сбросить тяжелый рюкзак и бродить дальше уже налегке. В Пекине я познакомился с еще одним удивившим меня чудачеством этой страны. Лишь немногие бюджетные отели Китая имеют разрешение заселять иностранцев. Остальным же это запрещается, и тогда не действуют никакие уговоры, уловки и подкуп, потому что китайцы страшно законопослушны. Кроме того, цены на комнаты были здесь уже втрое выше, чем в Харбине и Маньчжурии, что еще больше осложняло мне поиски. В Пекине я привык видеть на дорогах легковые автомобили с двумя типами номеров – синими и плавно переходящими от зеленого к белому. Скоро я уловил закономерность, что синие обычно стоят на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а зеленые – на электромобилях. Электромобилей в Китае тьма. В основном это китайские марки, но среди прочих нередко можно увидеть и Теслу. Если во время прогулки по улицам крупного города нарочно подсчитывать эти Теслы, можно будет дойти до 100 уже за пару часов. Для примера, сегодня в Москве я за то же время с большой вероятностью не встречу их ни одной. Но автомобилям в Китае чаще предпочитают двухколесные виды транспорта. Скутеров, велосипедов и мопедов здесь так много, что на всех центральных дорогах для них выделены отдельные полосы. Еще бы, если 1,5 миллиарда китайцев сядут в автомобили, в их городах станет нечем дышать. Пекин подарил моему фотоаппарату еще несколько оригинальных современных зданий. Авторство двух из них принадлежит знаменитой Захе Хадид. Это два многофункциональных комплекса Сохо, расположенных в разных частях города. Один из них является собой 3 высокие башни, отведенные под офисы и торговые бутики. На мой взгляд, не самый выдающийся проект этой известной поэтессы в архитектуре. А второй – 4 яйца, объединенные в общий объем посредством множества многоэтажных перемычек. Значительно больше мне понравилось вызывающее здание штаб-квартиры Центрального телевидения Китая в бескомпромиссном авангардном стиле. Его высота достигает 235 метров, но главная изюминка заключается в смелом консольном вылете верхних этажей над землей длиной порядка 50 метров. Здание в этой части будто бы опирается на воздух, и визуально трудно поверить, что такая глыба наверху сейчас не отвалится и не полетит вниз. Автором является еще одна мировая знаменитость – голландский архитектор Рем Колхас. Кстати, именно под его руководством училась в университете и потом начинала свою карьеру упомянутая выше Заха Хадид. На фоне современных минималистичных сооружений Пекин изобилует зданиями с сохраненными традициями узнаваемых во всем мире китайских пагод, богато украшенных резными изразцами. Их в большом количестве можно увидеть как в старых центральных переулках, так и интегрированными в новую современную архитектурную среду. Есть категория настолько знаменитых и культовых достопримечательностей, которые нельзя не посетить, как бы ни презирал путешественник, популярный туризм и хоженые тропы. Таковым, несомненно, относится Китайская стена. Побывать в Китае и не увидеть, пускай даже самый заезженный на снимках ее фрагмент в непосредственной вблизи от Пекина, было бы в высшей степени неосмотрительным. Туда я и направился на второй день пребывания в столице. По большому счету ничего примечательного я в ней не нашел, и впечатлить она может разве что своей общей длиной в 21 тысячу километров. Похоже, китайцы так хотели оградить себя от всего остального мира, что не поленились сложить из камня это сооружение, способное покрыть половину окружности земного шара.
Познакомившись в этом путешествии с китайцами поближе, я определил для себя эту стену настоящим символом закрытости этого народа. Ни в одной стране мира, включая дикую Эфиопию и Руанду, мне не было настолько сложно контактировать с людьми. В своем абсолютном большинстве китайцы вообще не захотят вас слушать, отвечать на вопросы и вникать в ваши просьбы. Им бы только скорее отделаться и вернуться к своим заморочкам. Кажется, весь остальной мир их интересует лишь только в качестве рынка сбыта производимых ими товаров. Думаю, если бы не этот фактор, они бы уже давно сложили над своей страной огромный купол без дверей и окон, и мы бы не знали о них вообще ничего. В мое последнее утро в Пекине мне посчастливилось оказаться на каком-то празднике, по случаю которого китайцы нарядились в свои национальные костюмы и толпой шествовали в так называемый запретный город – дворец, в котором несколько веков проживали китайские императоры со своими семьями. Это позволило мне сделать серию снимков, в которых можно прочитать традиции этой страны. А потом я поехал в Шанхай. О Шанхае можно ничего не говорить. Его нужно просто смотреть. Шанхай – это крупнейший экономический центр Китая, по своим финансовым оборотам уступающий лишь Нью-Йорку, Лондону и Токио. Недешевый город, но, как и в любом крупном мегаполисе, здесь есть и баснословного уровня премиальные кварталы, и скромные районы с симпатичными узкими улочками. Если останавливаться в таких пообедать, запросто уложишься в $5, а номер можно найти за 30 в сутки. Я провел в Шанхае 3 дня, после чего мне стало пора двигаться в сторону Монголии, до границы с которой еще предстояло преодолеть 2000 километров. Так я выбрал на карте китайский город Хухото, откуда в Монголию можно было поехать уже на рейсовом автобусе. Поезд из Шанхая в Хухото шел чуть дольше суток, и за это время у меня была возможность взглянуть на среднего уровня китайские города, тут и там подступавшие к самому полотну железной дороги.
что особенно бросилось мне в глаза, это однообразие жилых кварталов. Каждый городок, который встречался на моем пути, состоял из одной-двух серий жилых высоток, дублируемых одна подле другой, точно отродья разросшейся грибницы. Прям стоят 100 домов так близко друг к другу, что в окнах первых этажей, наверное, никогда не бывает прямого солнечного света. И все одинаковые. Зато нет зависти к соседу. Надо сказать, что весь путь, который я проехал китайскими железными дорогами, а это 4000 километров, в окнах вагонов мне почти не встречались территории, на которых бы не освоился китаец и не развернул жилой сектор, завод или фабрику, карьер или засеянное поле. Здесь нет тех бескрайних безлюдных просторов и лесных массивов, которые могут сотнями километров тянуться вдоль наших сибирских железных дорог. Вся территория Китая образцово используется по полезному делу, и никакой ее квадратный километр не пустует зря. Хухота – провинциальный город Китая с населением 3 миллиона человек, в котором мне посчастливилось оказаться в теплую солнечную погоду, а солнце всегда украшает даже самые бледные города. Здесь нет тесноты китайских мегаполисов, но нет и тех архитектурных шедевров, которые захотелось бы унести с собой на пленке. Тем не менее, Хухота произвел на меня то приятное впечатление, которое может создать спокойная ухоженная провинциальная глушь, где все простодушно и мило, но без эпатажных претензий большого города. Впрочем, люди в Хухото понравились мне еще меньше, чем в больших городах. На одной из улиц за мной увязались трое молодчиков и сопровождали несколько минут, после чего попытались поживиться моей камерой. А когда я бродил по старому рынку Хухото и спрашивал у торгашей редкую купюру достоинством в 2 юаня для своей коллекции, они принимали меня за попрошайку и гнали прочь. Только одна красивая, надо сказать, китаянка раскрыла кошелек и, не глядя в мою сторону, небрежно бросила мне на стол потасканный юань, которых у меня и так было несколько штук в отличном качестве. Но все равно было приятно. В одной из гостиниц я тучной китайской бабе на ресепшене полчаса объяснял, что мне нужен свободный номер. Она лишь улыбалась мне и эпизодически кивала, но категорически не хотела понимать, зачем иностранец с рюкзаком пришел в гостиницу. Через пару часов, так не найдя ничего подходящего, я вновь проходил мимо этого отеля и решил попытать счастье еще раз. Администратор снова глупо улыбалась мне, пока на помощь не подошел охранник и не вник в суть дела. «Номер без окон тебе подойдет?» – спросил он меня посредством переводчика. «Давай уже любой, я совсем без ног», – ответил я, ликуя, что меня наконец поняли. «Окей, сейчас мы подберем тебе номер с дождем», – написал мне китаец. «Что за черт, с каким еще нахер дождем?» – возмутился я, сразу представив себе комнату под открытым небом. «А, прости, я не это имел в виду», – рассмеялся китаец и рядом подписал. «Мы сейчас ищем тебе номер с душем». Через 5 минут я наконец заселился. Дождя ночью не было. Отдельного внимания в Китае заслуживают сигареты. Здесь популярны местные марки, и все пачки оформлены в непривычно добродушном стиле. Точно это не сигареты, а леденцы. Никаких устрашающих картинок с вывернутыми наизнанку легкими на китайских сигаретах нет. Вместо этого лишь лаконичное текстовое предупреждение. А рисунки на пачках так или иначе связаны с китайской культурой, что делает эти сигареты отличным сувениром для курящих друзей. Хухото мое путешествие по Китаю подходило к концу, и на автовокзале я взял билет на утренний автобус в Монголию. Дорога лежала через пограничный с Монголией китайский город Ренхота, который в окна автобуса показался мне едва не более чудаковатым, чем Маньчжурия. Здесь также все сориентировано на соседа, вывески дублируются на монгольский язык, а вместо памятников город украшают статуи динозавров, которые ученые в большом количестве нашли в этих краях.
Переезд границы не вызвал никаких затруднений, и к середине дня мы прибыли в монгольский городок Дзамын-Удэ, который я почти сразу определил на первую позицию списка тех мест, где ни за что не хотел бы жить. Когда, побродив вокруг железнодорожного вокзала, к которому нас привез автобус, я спросил прохожих, в какой стороне находится центр города, мне ответили, что это и есть центр города. Несмотря на то, что здесь проживают 11 тысяч человек, в Дзамын-Удэ нет даже кинотеатра. Весь город представляет собой хаотично разбросанные лачуги, а те, кому повезло больше, живут в облупившихся пятиэтажках. Чего здесь в достатке, так это песка. А в Дзамын-Удэ он заменяет монголам недостающие газоны, детские площадки, автодороги, парки и площади. Город окружает бескрайняя пустыня, и со всех сторон постоянно дуют ветра, щедро разносящие этот песок по улицам и обильно засоряющие им глаза прохожих, если те не носят очки. Песком здесь дышат, песок едят, а дети сооружают из него незамысловатые куличи. На единственной трассе, соединяющей Дзамын-Удэ с остальной мировой цивилизацией, всегда стоит такая длинная очередь из грузовиков и фур, что ей не видно конца до самого горизонта. Здесь проходит таможню весь ввозимый из Китая автотранспорт, и только это и спасает Дзамын-Удэ от полного вымирания. На второй день на улице со мной вдруг на русском языке заговорил один из монголов. Он рассказал мне, что вместе с двумя братьями приобрел в Китае 3 автоцистерны и ждал на таможне оформления соответствующих бумаг. Вместе мы отправились пообедать, и там, разговорившись, Сурен, так величали моего нового знакомца, предложил мне за небольшую плату вместо поезда сесть в его грузовик и поехать в Улан-Батор вместе с ним. Я хотел проехать часть своего маршрута автостопом, но в Китае это показалось мне крайне затруднительным. Если китайцы, несмотря на мой переводчик, 30 минут не могли понять, что мне нужен свободный номер в гостинице, то ловить грузовики на автострадах и объяснять им цели своего путешествия можно было, наверное, сутками напролет. И, как уверяли меня китайцы, занятием это было бы совершенно бесполезным, потому что делать так у них не принято. Выезжать Сурен с братьями планировали следующим утром, и это давало мне возможность увидеть при свете дня знаменитую пустыню Гоби, через которую тонкой одинокой нитью вилась асфальтированная дорога до самой монгольской столицы. Но уже вечером старик все переиграл и велел мне срочно прибыть на заправку, где он с братьями уже заправлял топливом свои цистерны и собирался незапланированно двинуться в путь прямо сейчас, не дожидаясь утра. Это здорово меня огорчило, потому что означало, что во мраке ночи никакой пустыни я уже не увижу. Но вечерний поезд в Улан-Батор я уже все равно упустил, и чтобы мне не пришлось торчать в Дзамын-Удэ еще сутки, я принял решение ехать с монголами в эту ночь. Но сложилось все иначе. Было похоже на то, что китайцы надурили Сурена с покупкой, потому что грузовик постоянно давал какой-то сбой, и каждые 20 километров старик останавливал весь караван из 3 машин, чтобы откинуть кабину и нырнуть под нее с головой. С наступлением темноты братья приняли решение встать на стоянку и переждать на ней до утра, точно утром цистерна окажется сговорчивее. Несмотря на летнее время года, это была одна из самых холодных ночей в моей жизни, и до самого утра я, стуча зубами, так и не сомкнул глаз. Утром поведение цистерны не поменялось, и спустя 2 часа я принял решение искать альтернативный транспорт. Через 20 минут меня подобрал другой грузовик. Как ни силил я свою память, имени этого дядьки не вспомнил. Всю дорогу мы ехали молча, потому что не знали языков друг друга, но в своих действиях, жестах и редких понятных друг другу фразах оставались максимально приветливыми и деликатными. Пустыня Гоби скоро осталась у меня за спиной, и поначалу робкой и редкой рябью, а потом все стремительнее и масштабнее, зелень стала захватывать территорию за нашим окном. С появлением зеленых лугов появились и пастухи со своими стадами. Крупные животные тут и там перебегают дорогу, и если днем их можно видеть еще издали, то ночью одинокий свет фар грузовика выхватывает их лишь в последний момент, и тогда столкновение уже неизбежно. Не могу сказать, с какой частотой с обочины увозят трупы этих неосторожных животных, но за те 300 километров, которые я проехал по этой трассе днем,
Я насчитал их целую дюжину, и это при том, что по меньшей мере половину этого пути я проваливался в дремотный сон. На этом грузовике мы к закату солнца прибыли в Улан-Батор, где сразу оказались в глухих многокилометровых пробках. Простояв в них часа полтора, я сообразил, что мне пора выйти и пойти дальше вглубь города уже пешком. Денег мой попутчик брать наотрез отказался. Из всех городов, которые я посетил в это путешествие, своей атмосферой Улан-Батор понравился мне более всего. Здесь еще не успели понастроить высоких небоскребов и современных безликих стекляшек, но вместо этого город полон архитектурного наследия второй половины прошлого столетия. Своими фрагментами некоторые улицы напоминали мне Советский Союз в эпоху, когда в архитектуре господствовал так называемый сталинский ампир. И это неудивительно, ведь все 70 лет существования Союза Монголия шла с нами рука об руку, а лидеры этого государства даже неоднократно обращались в Москву с желанием войти в состав СССР его 16-й республикой. Монголия как самостоятельное государство существует лишь чуть больше столетия. Несколько веков до этого она находилась в составе Китайской империи, и потому китайцы до сих пор имеют претензии на ее территории. Пожалуй, этот фактор был основным препятствием для положительного решения Советского Союза в вопросе присоединения этой страны. Никто не хотел возможных конфликтов с Китаем на этой почве. Несмотря на огромные размеры Монголии, в ней проживают только 3,5 миллиона человек, что делает ее страной с наименьшей плотностью населения в мире. Подумать только, на одного монгола сегодня приходится 500 китайцев. Я так и не нашел внятного объяснения такой слабой демографии. Казалось бы, все страны Восточного региона всегда отличала повышенная рождаемость, когда 5 детей в семье считается нормой. Та же Япония, площадь которой уступает Монголии в 4 раза, имеет население в 125 миллионов человек. Таким образом, в среднем плотность населения Монголии отличается от других стран Востока в 100 раз. Единственным возможным объяснением этого феномена я бы назвал тот факт, что большую часть территории этой страны занимают пустыни, что вкупе с недостаточно развитой экономикой осложняет освоение этих земель под становление сел и городов. Территория Монголии оказалась наиболее благоприятной на планете для сохранения останков динозавров, и 80% известных археологам находок были произведены именно здесь. Им в Улан-Баторе отведен отдельный музей. Монголы мне в целом понравились. Большинство жителей Улан-Батора контактны, приветливы и охотно идут на помощь заблудшему путешественнику, а люди старшего поколения нередко знают русский язык. Здесь мала вероятность столкнуться с китайским снобизмом и той глухотой, которой часто страдают китайцы. Но особенно мне понравились девушки. Честно сказать, монголок я представлял себе совсем иными и неприглядными. Все оказалось иначе. В один из 3 дней, который я провел в Улан-Баторе, на центральной городской площади был организован какой-то праздник, на который явились неписанные красавицы. Судя по всему, в этот день ряд студентов Улан-Батора получили свои выпускные дипломы, и в этой связи нарядные и счастливые толпами стекались на площадь отметить окончание университета. Мой объектив буквально сошел с ума и потерял всякую возможность работать в режиме автофокуса, но некоторые снимки мне все же удались. В одну из этих красавиц я даже успел влюбиться и начал прикидывать возможность своего переезда на ПМЖ в монгольскую столицу.
Но влюбляюсь я в каждом своем путешествии, и если бы отдавался этим инфантильным внутренним порывам, то уже давно стал бы признан гражданином мира. Вечером того же дня я с горя отправился в стриптиз-клуб. Бюджет такого мероприятия до смешного скромен. Вход стоит 40 тысяч тугриков, что в переводе на российскую валюту означает 1000 рублей. А приватный танец девушки у вас на коленях обойдется всего в 500. Да, действующая валюта в Монголии так и называется – тугрики. Цены в Улан-Баторе довольно умеренные, но российские продукты, которые в немалом количестве завозятся в магазины города наряду с монгольскими, стоят в 2 раза дороже, чем на наших прилавках. В остальном Монголия весьма бюджетна. Вокруг Улан-Батора есть немало любопытных достопримечательностей, но посетить я успел только знаменитую статую Чингисхана и красивейший национальный парк невдалеке от нее. Монумент достигает 45 метров в высоту и является собой самую высокую конную статую в мире. Внутри великого хана организован лифт, позволяющий взобраться на голову коня, с которой раскрываются широкие панорамные виды. Чтобы вернуться в Россию, я взял билет на автобус из Улан-Батора до самого Улан-Удэ, из которого и началось мое путешествие. Так я замкнул круг своего маршрута общей длиной 8000 километров, добавив в копилку посещенных мною стран еще 2. В этой своей неуемной страсти к путешествиям я, конечно, не успею объехать весь мир, но стремление это с годами не угасает.